Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет о Дне Победы в Мариуполе. Наконец-то мы можем свободно праздновать этот праздник. И в этом году действительно происходит что-то масштабное. Я не помню такого даже в прошлом году. С каждым годом Мариуполь все масштабнее начинает праздновать 9 мая. У людей улыбка с лица не сходит, все сигналят, все кричат, все ездят, мотоциклисты, велосипедисты, автомобилисты, фуры ездят со стройматериалами, сигналят, музыка из каждой машины. Вот даже у людей, вот посмотри, пожалуйста, бессмертный полк, из-за скопления людей у нас был запрещен, поэтому люди фотографии своих дедов клеят на машины, ложат в рамках в машины, носят их в руках, и прям просто замечательно. И как же хорошо хоть ненадолго вернуться в свой родной дом, туда, где ты родился и вырос, где тебя любят и всегда ждут. Красивее не скажешь вообще. Называется, когда ты не знаешь слов, но хочешь подпевать. Я помню эту песню. Сердце я тебе дам, знаю я все отдам. Сегодня в 12 часов от драмтеатра стартует автопробег. Именно поэтому здесь собралось так много людей. А мы с вами сегодня еще и вспомним, с чего все начиналось. Вспомним то, что происходило в 2014 году в Мариуполе. Мы сейчас находимся в том месте, где все началось. Это место можно назвать точкой невозврата. Именно здесь, в 2014 году, мариупольцы определились, где они хотят быть, с кем они хотят быть, и чего и кого они не хотят видеть в своем городе. Сейчас мы находимся возле здания горсовета. Расскажи, пожалуйста, что здесь произошло, почему это здание горело? Здание заняли мариупольцы, которые были сторонниками российской власти, сторонниками федерализации Донбасса, сторонниками признания русского языка вторым государственным. Его заняли, после чего пришли неизвестные люди в масках, без опознавательных знаков, начали штурмовать здание с помощью слезоточивого газа. Вследствие чего наших людей, у которых не было военной поддержки, не было военной смекалки, не было никаких кураторов, это было просто люди, простые наши мариупольцы, которые решили таким образом показать свою боль и свое пренебрежение к тому режиму, который незаконно пришел ко власти. И что может, регулярная армия против простых людей гражданских с палками, с нашими простыми пацанами, которые рабочие заводов, таксисты, продавцы на рынках. Градус начал накаляться все больше и больше, и все это потихонечку начало перерастать в вооруженное сопротивление. Естественно, они их выдавили из здания, вследствие чего произошел пожар. Горсовет сгорел. И с 2014 года это здание простояло в сгоревшем состоянии, без окон. Нет, приехали еще греки из Евросоюза и выдали кучу денег для того, чтобы повесить фальшфасад. Да, единственное, фальшфасад они повесили. И в конце 2021 они начали уже заниматься этим зданием. Но начались боевые действия. 8 лет, 7 лет они этим не занимались совершенно. Да, воля нашего народа, мариупольцев, была подавлена, наверное, в большей части именно здесь, когда регулярные вооруженные силы Украины подавили здесь русскую весну в нашем городе. Учитывая, что поддержка никакая ниоткуда не пришла, в Славянске в тот момент были свои проблемы, они не могли выделить сюда помощь. Больше поддержка ниоткуда не пришла, поэтому сопротивление было подавлено. Это совсем не пропагандистский ролик, как некоторые могут подумать. Это ролик о нашей правде. Это ролик о том, что Мариуполь переживал в 2014 году. И
что переживает сейчас. Отгорелые ули, этот день мы приближали, как могли. Сегодня для нас историческое событие. Мы можем открыто праздновать великий и светлый праздник День Победы вместе с нашим народом. И не бояться ни флагов, ни вот этих ленточек, за которые раньше могли посадить. И нам радостно, весь город радуется. Все с ленточками, все с флагами, все ездят, сигналят. Невозможно сорвать улыбку с лица людей, которые здесь находятся. Все машины сигналят. Есть у нас в Мариуполе и трагическая история. Ровно 10 лет назад, лично для меня, вот это одно из самых больных мест. Никто про него не знает особо. Все знают про горсовет, про события в горсовете. Все знают про события на Георгиевской 63 в горуправлении милиции. Но никто не знает про вот это место. Вот здесь лежат цветы. Скорее всего, эти цветы принесли родственники тех людей, которые здесь погибли. На 9 мая была хорошая погода, такая же, как и сегодня. Люди праздновали праздник, у людей был выходной. Ну, простые наши мужики, работяги, которые фигачат на заводах, кто-то может где-то в другом месте работать, может такси, может там водителем автобуса, решили выпить по бокалу пива. По ним был открыт огонь из автоматического оружия, автомата Калашникова. И они истекли кровью. Здесь прям. Поэтому лично для меня это, наверное, одно из самых трагических мест в городе. Здесь простые мариупольские мужики расстались с жизнью из-за своей позиции. И мы помним. Большинство мотоциклов мариупольские. Я вот сейчас прошелся по номерам, посмотрел, все наши. Круто, культура байкерства в Мариуполе возрождается, да. Я тоже хочу дырчик себе. Очень хочу. Хоть и такой маленький. Ну ты ж будешь собирать себе дырчик. Да не то. Четырехколесный. Вместе мы построим долгожданный мир и добьемся успеха во всех делах. Как и наши предки, мы отстоим нашу свободу и будем вместе навсегда.
огромное количество машин, очень много людей решили поддержать автопробег. Это прекрасно. Там еще конца и края не видно. Да? Еще тигр даже не появился. Обалдеть, а я вот все его жду. Это мотоциклисты смуту навели. Они сразу ушли направо, и за ними весь город поехал. А должен был доехать тигр, и за ним должна была вся колонна пройти. Ага. Давай. Да, конечно. Цветов уже стало значительно больше. Люди несут. Сзади меня бывшее здание, расположенное по адресу Георгиевская, 63. Это бывшее горуправление милиции. В 2014 году здесь произошли события, которые разными сторонами трактуются по-разному. И если собрать в кучу всю информацию, отбросить с обоих сторон пропаганду и выцепить крупицы правды, в таком случае можно понять, возможно, какую-то субъективную нашу истину жителей города. Для нас эта трагедия заключается именно в том, что очень много в этот день жителей непосредственно наших мариупольцев погибло. Здесь на тот момент находился один из двух корпусов здания городского управления полиции. Второй корпус там, он не пострадал. Если посмотреть на старые видеозаписи, отчетливо видно, что воспламенение в здании произошло от крупнокалиберных зажигательных боеприпасов, которые вот прям с этого перекрестка, вот отсюда, и в дальнейшем вот отсюда. По факту, если с сухими фактами оперировать, что мы можем понимать? Что подъехали военные украинские, расстреляли это здание и его сожгли в пух и прах. В результате чего умерло очень много людей, которые здесь находились, включая прохожих, которые попали под этот весь замес. Многие сотрудники полиции прыгали из окон, когда здание горело, с 3-го этажа разбивались, ломали себе ноги, кто-то умер, кто-то под шальные пули, осколки попал. Кого-то добивали, кстати Кого-то говоря. добивали. Видны были выстрелы, как непонятные люди в военной форме с автоматами, там, ну, на видео это все есть. Расстреливали скорые помощи мимо проезжающие, экипажи полиции. Убили здесь начальника ГАИ города на тот момент. В общем, в память о этих людях, о мариупольцах, которые здесь трагически погибли, стихийная, ну вот здесь такой как мемориал ежегодно создается. Самое главное, что хочу сказать, начиная с 2014 года по 2021 год приносить сюда цветы было категорически нельзя. Единственное, кто мог это делать, негласно, даже у тех, как бы, кто здесь работал, рука бы не поднялась выгнать, это близкие родственники тех людей, которые здесь погибли. Простые люди... Цветы все равно каждый год приносили. Люди, вопреки всему, тихонечко, ночью приносили, ложили. Ну, скажем так, те люди, которые могли принести сюда цветы и могли попасть на неприятную беседу. На данный момент это здание пытаются восстановить. Его снесли до 1-го этажа, и, я так понимаю, будут пытаться его достраивать. Потому что оно с 2014 года простояло вот в сгоревшем состоянии. Его украинская власть специально не восстанавливала, видимо, в назидание, чтобы люди ходили и смотрели. Вот, ну, сейчас наконец-то этим зданием занялись. Но эти события не помешали 11 мая большинству мариупольцев выйти на референдум за самостоятельность Донецкой Народной Республики. В памяти мариупольцев навсегда остался тот день, когда они семьями и целыми улицами шли голосовать за лучшее будущее. Без преувеличения, это был день, который мы думали, что все изменит. Но никто не мог даже представить, что нам придется прожить с Украиной еще 8 лет. И многим мариупольцам придется столкнуться со смертью родных, близких, друзей, соседей и испытывать весь ужас боевых действий в 2022.
Еще одно место в Мариуполе, где обязательно должен побывать человек, который празднует этот праздник в городе, это площадь Комсомола. Именно здесь у нас горит главный вечный огонь города, но, к сожалению, в этом году по какой-то неизвестной мне причине он не горел. Люди по старой памяти пришли в Приморский парк, прогуливаются. Людей, кстати, прям достаточно много. В этот парк мы всегда приходили с родителями на 9 мая. Вот до 2014 года именно в этом парке, в Приморском парке, на площади Комсомола, вот там дальше, проходили праздничные гуляния. Здесь собирались ветераны, здесь готовили кашу для ветеранов, для пенсионеров. Все с удовольствием кушали эту кашу, и вот эти боевые 100 грамм. 100 грамм были. Боевые сколько? Сразу видно, человек не пьет. Но тем не менее мы подходим к нашей шикарной смотровой. Кораблю возложили цветы, и поворачиваю камеру на Нахимовское училище. Вот этого мы с вами еще не видели. И здесь мы видим на одном из корпусов Нахимовского военного училища сделали вот такую вот картину. Море, корабли. Простите, у меня рука трусится сильно. Ну, в общем-то, очень красиво выглядит. Здесь есть такой, как закуточек, где можно посмотреть, что там на территории Нахимовского училища. И вот даже есть лавочка, на которой можно отдохнуть. Сегодня, кстати, еще одна памятная дата. Сегодня 2 года с того момента, как, по словам украинских пропагандистов, меня выпустили из тюрьмы в Сибири для того, чтобы я вел здесь пропагандную деятельность. И как? Успешно? Замечательно. Ну, пока Штирлиц еще не был никогда так близок к провалу, потому что букву «Г» я так и не научился выговаривать. В Сибири не тянет? Тянет, на самом деле, особенно в Красноярск. Красноярск, привет. И, кстати, я с вами хотела очень серьезно поговорить. Без подписки меня смотрит около 70% людей. 70% без подписки. И 70% меня смотрят мужчин, и всего лишь 30% женщин. Вывод какой? Мужики стесняются своих жен и боятся на тебя подписываться. Мужчины, ну не стесняйтесь, ну подписывайтесь, ну что же вы? Зовите своих жен и смотрите вместе. И Вот. подписывайтесь с 2 аккаунтов. Хороший выход. Поэтому обязательно подпишитесь, потому что ну уже сколько можно. Поставьте лайк, напишите комментарий, как в вашем городе отпраздновали 9 мая. Мне будет очень интересно почитать. Всем спасибо за просмотр. До скорых видео.